Павловское водохранилище без преувеличения можно назвать башкирской Рицей. Многие приезжают сюда летом, когда тепло, яркие краски и сносная погода. Местные пейзажи завораживают своей красотой, а базы отдыха балуют своими развлечениями на любой вкус. Но нам стало интересно, чем живет популярный курорт зимой, и мы решили отправиться сюда, чтобы показать вам это. Мы поселимся в огромном комплексе, где будем жить совершенно одни. Узнаем, какую находку сделали на месте древнего монастыря, можно ли забраться на Красные скалы зимой, почему источник Красный ключ бирюзовый, и расскажем о доступных зимних развлечениях. И пока мы не начали, напоминаем, что 50% из вас смотрят наши выпуски без подписки на канал. Подпишитесь немедленно, не расстраивайте меня и Алину. Дни стали короче, отправляемся рано утром, чтобы успеть все увидеть одним днем. По запросу Павловка или Красный ключ навигатор предлагает два маршрута – через Благовещенск и Иглино. Мы исследуем оба, замерим время в пути и поделимся своими впечатлениями. Но также прокатимся еще и по третьему. Что это за дорога, узнаете чуть позже. В воскресное утро дорога через Благовещенск оказалась пустой. Наша первая остановка – Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. 2 часа, и мы здесь. Мы сегодня попали, получается, на крещение, и я не знаю, как бывает здесь в обычные дни, но сегодня прям очень много народа, и почти все с бутылками. На территории монастыря находится святой источник, к которому приезжают люди, чтобы набрать воды и окунуться в купели. Это место считается одним из старейших центров православия в регионе. В конце 20 века здания реставрировались. Архитекторы старались сохранить аутентичный облик зданий. Особое внимание уделялось восстановлению фресок, кровли и кладки, чтобы передать исторический дух монастыря. И на наш взгляд, у них это хорошо получилось. Я первый раз видела, как христиане молятся. Там так темно. Вообще, только свечки горят и все. Но очень красиво внутри, прям очень. И все как будто в золоте, в иконах. Вообще красота. Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Святые кустики он называется. Как думаешь, почему? Цветы и кустики? По легенде, в 17 веке пастухи на месте нынешнего монастыря увидели в кустах икону, откуда пошло название «Святые кустики». Становишься монахом, живешь в монастыре, ты вообще от всего отказываешься, да? Давай спросим у них. Как вы думаете? У самих монахов? Ну, конечно. Блин, я боюсь. Помимо духовной жизни, монастырь занимается хозяйственной деятельностью. Разводят пчел, ведут сельское хозяйство, содержат лавку и даже изготавливают продукцию для прихожан и гостей. Многие хвалят здешние пряники, но в этот день нам их попробовать не удалось. Место интересное такое, колоритное, но просто ожидания и реальность немного не совпали. Да. Я бы хотел сюда летом попасть. Мне кажется, летом здесь особенно красиво, потому что я видел фотографии, и тут очень зелено. А еще здесь, как в Куала-Лумпуре, ссылка вот здесь вот, кстати, в Малайзии, нельзя снимать, поэтому мы вам не смогли показать кадры изнутри. Да, и не удалось пообщаться ни с кем из монахов. Очень хотелось узнать, допустим, сколько здесь вообще монахов трудятся, живут. И почему вообще они выбрали такую жизнь, например, мне бы интересно было бы узнать. Да, наверное, это тема для отдельного выпуска. Едем дальше. «30 минут, и мы уже на плотине Павловской ГЭС. Ее длина 926 метров, а высота 37 метров. Строительство станции началось в 1950 году и длилось 9 лет. ГЭС была построена для водоснабжения промышленных предприятий Уфы, энергоснабжения региона и предотвращения наводнений. Самый лучший вид на ГЭС и русло реки Караидель открывается с Красных скал. Излюбленное место для эффектных фотографий. Чтобы оказаться там, не нужно лезть в гору. Добраться сюда можно через поселок Павловка. Недалеко от скалы есть автомобильная парковка.
Если вы давно подписаны на наш канал, то вы знаете, что мы любим вкусно кушать и всегда берем с собой еду. Это я вчера ночью готовила, между прочим, учпучмаки. Следующая остановка – поселок Красный Ключ в 15 километрах от Павловки. Здесь находится самый большой водный источник в России и один из крупнейших в мире. Вода вырывается из-под земли мощным потоком, и средний расход составляет около 14 кубометров в секунду. Представьте, если каждую секунду из нее будет выстреливать 1 КАМАЗ или разом заполняться 56 ванн. Так выглядела плотина в 19 веке. И это все, что от нее осталось. По данным исследований, глубина источника может достигать до 120 метров. Вода здесь не замерзает. Ее температура круглый год 4 градуса. Благодаря своему карстовому происхождению вода славится своей чистотой. Через известняковые породы она фильтруется, очищаясь естественным образом. Бирюзовый оттенок источник приобретает благодаря минеральному составу и уникальному освещению. А ключ-то не красный. Сувениры никто не отменял, поэтому мы идем в визит-центр. Смотри, какие сушеные ягоды прикольные. 250 рублей магнит. Мне сервис в Красном Ключе нравится. Туалет бесплатный. Здесь еще кофе можно. Кофе варят. Прикиньте, латте всего 200 рублей стоит. Большая кружечка кофе. Прям респект. Это тебе не Зюраткуль. Зюраткуль, кстати, вот можете посмотреть по ссылке. Перейдите. Там туалет платный. Здесь есть целых 2 горнолыжных комплекса с двугельным подъемником. Один из них в Красном Ключе, другой в Павловке. Работает прокат снаряжений. Мой товарищ, который регулярно тут бывает, рассказал, в чем их отличие. Вот краткая информация по каждому из них. Мы едем обратно, уже по другой дороге. Должны выехать в Иглино. Сейчас проезжаем деревню Салдыбаштамак. Салдыбаштамак. Ну, как тебе вообще сегодняшняя поездка? Мы ездили по попсовым местам, и мне было немножко скучновато. Без души как будто бы. Но прикольно, красиво, интересно. Очень. Познавательно. Да. По пути есть приличное придорожное кафе с хорошим выбором блюд и напитков. Очень необычно, стильно, модно, молодежно. Ну просто райский островок. Наверное, поэтому цены тут выше небес. Мое сердечко разбито. В книге отзывов и предложений надо написать, почему маленькая кружечка латте стоит 350 рублей. Мой гопсек негодует. В чем предложение-то? Ну, типа, не предложение, это просто вопрос. Также тут есть пивоварня, где можно купить их продукцию на разлив. Ты видел эти бочки? Мы взяли на пробу квас и советовать его не станем. А вот бойлерная Жигулевская нам пришлось по душе. На самом деле Павловка — это очень удобное место для уфимцев, потому что такое горное, чистое, красивое место всего в 2 часах езды от Уфы. Ближе, мне кажется, нету. Ну, только Таратау и Шимбай. Ну, Таратау — это, видишь, единая гора. Я именно говорю вот про такое место, как Белорецкие горы, вот что-то такое. А, ну да, тут, да. Тут действительно такие цепи горные, очень красивые. Но вы не забывайте, что от Уфы до Ишимбая тоже 2 часа, и вы можете в Ишимбайском районе тоже классно провести время. У нас выпуск про Ишимбай есть. Кстати, да. И это выйдет вам намного дешевле. Угу. Мы все-таки больше любители уединения. Действительно, по душе нам пришлось в деревне Новоянсаитово. Как? Новоянсаитово. Новоянсаитово.
И это другая сторона водохранилища, в прямом и переносном смысле. Находится деревня в Каридельском районе, в 3 часах езды от Уфы через Бирск. Кстати, кто бывал там, напишите в комментариях, стоит ли оно того. Поселились мы в этом неприлично просторном доме. Честно, мы не ожидали, что он окажется таким большим. В наших апартаментах 3 спальни, в каждой все, что нужно для комфортного отдыха. Даже детская кроватка предусмотрена. В гостиной большой удобный диван, за которым можно залипнуть в телевизор, и просторный стол для большой компании. А банный комплекс – это вообще отдельный вид удовольствия. Здесь есть и баня, и сауна, и чан. Для нас все было уже подготовлено, вообще ни о чем не пришлось даже думать, только наслаждаться. Есть просторная терраса, мангальная зона, парковка для автомобилей. Летом, пожалуй, тут особенно хорошо, потому что есть бассейн, просторный пирс с лежаками и видом на водохранилище. Пришли в магазин, единственный, который находится в этой деревне, называется Амбар. Такой большой магазин, цены здесь очень неплохие, да? Вот, например, сыр Богатов 249 рублей. 150 рублей за яйца. Капец, мы купили бутылку вина, яйца, доширак и кириешки. Тишина, покой, красота. А на небе так много звезд. Как давно мы хотели проснуться в такое морозное утро и ощутить, как свежий воздух пробирает до самых легких. То, чего так не хватало на жарком Бали. Когда тишина, хрусткий иней и неподвижная гладь воды создают особенную атмосферу. И все это на фоне грандиозных масштабов. Павловское водохранилище является крупнейшим искусственным водоемом Башкортостана. Его площадь составляет около 120 квадратных километров, что в 5 раз больше Нугушского собрата, а максимальная глубина достигает 35 метров. Для его создания было затоплено около 18 тысяч гектаров земли, включая леса и несколько населенных пунктов. Павловка – это такое место релакса. Вот такой дом, в котором мы сняли апартаменты в будний день, стоит 12 тысяч. Приезжать сюда можно круглый год, развлечений найдется. Жилье есть на любой вкус и кошелек. На соседней базе, в 500 метрах от нас, есть каток, где можно взять на прокат коньки и тюбинги, кататься и наслаждаться видами. Ощущение зимней сказки. Дети и взрослые точно останутся довольны. Тюбинг 200 рублей, полчаса. Два дня пролетели незаметно. А здесь мы получили то, чего не смогли по ту сторону – покой, тишину и уединение. Ну а мы едем дальше. Пишите в комментариях, куда нам еще стоит отправиться. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски.